Здравствуйте, наши уважаемые зрители! Сегодня мы с моей соведущей Екатериной Юрьевной встретились для того, чтобы записать для вас, надеюсь, интересную передачу. Екатерина Юрьевна, на какую тему сегодня будем общаться с вами? А, Здравствуйте, во-первых, Ольга Федоровна, здравствуйте, уважаемые зрители. Я бы хотела сегодня поисследовать тему, м, ну, ее можно назвать личная выносимость, да, сколько личность может вынести. М, Я сегодня даже написала какие-то тезисы. Вот, правда, с вами никогда не угадаешь, Ольга Федоровна, я не знаю, понадобятся они мне или нет. А, Непредсказуемая женщина. Да, но мне эта тема кажется очень интересной. Она глубокая и такая она широкая еще, да. Э, Наверное, я пойду от такого, от метафоры, как чаша терпения, да, вот про это говорят. И мне кажется, что если мы возьмем чашу выносимости как чаша терпения, не то, что я терплю, да, то, что я выношу, это, наверное, тоже какой-то вот объем, какой-то контейнер, который можно, как на своем опыте я могу сказать, увеличить. И с возрастом обычно он увеличивается, потому что Да. меньше будоражащих кровь гормонов. Да, уже много опыта, и уже как-то ты себя повозил, скажем, немножко, да, много чего прошел, много чего выносил или не выносил. Вот про это я хочу с вами как бы поговорить, да, про эту глубину этой чаши, про объем, как он формируется. Ну и пойдем потихоньку, то есть что я могу выдержать и от чего это зависит, моя выносимость. Но я думаю, что в первую очередь зависит от физиологии. Так, интересно. Потому что нервная система у всех более быстро возбудимая и менее быстро возбудимая. Мгм, Вот это называется лобильность нервной системы. мгм, И это зависит точно от ген. И помимо нашей физиологии, здесь еще будет перегруженность личности или наличие у личности доминант. То есть травматический опыт, который личность пережила, он формирует доминанту воспоминания, и доминанта, она забирает пространство на себя. То есть на ее обслуживание личность как будто выделяет внутри места. мгм, Это не значит, что люди с травматичным опытом будут более нервные. Они, наоборот, могут быть более спокойные. Но, несомненно, наше прошлое, события нашего прошлого, они налагают на нас отпечаток. И третий пункт я бы взяла, насколько личность зациклена на себе. То есть насколько она воспринимает в мир как мир для меня. мгм, Если этот мир для меня, и я достаточно эгоцентрична, то меня будет очень многое, во-первых, раздражать, во-вторых, я буду эмоционально на многое реагировать оценочно, нравится, не нравится. И не такую внешнюю реальность, как мне бы хотелось, я буду воспринимать как нападающую на меня. Я буду ее или терпеть, или реагировать злостью, или болью. И это у нас первый физиология, второй доминанты, наше мгм, прошлое, третье это зацикливаясь на себе. Четвертый пункт это насколько человек сведущ в процессах внутреннего мира. То есть насколько он обладает знаниями о них. мгм, Потому что когда мы что-то называем своим именем, ну, например, я разговариваю с вами, и
и я чувствую, что мое эмоциональное состояние меняется. И если я понимаю, например, вы что-то сказали такое, я эмоционально прореагировала, я это перерабатываю внутри, то есть я понимаю, что это пошла эмоциональная реакция. Например, мне что-то показалось нападением на меня. И я себе говорю, что это из зацикленности на себе было сказано Мгм. это, твоя реакция такая, и я здесь буду успокаиваться. То есть знание и скорость обработки реакции. Мгм. Тогда, если мы с вами будем говорить о том, скажем, насколько меняется объем этого контейнера моего, да, мы можем, наверное, вот эти знания поставить как раз на первое место. Они тогда будут нам помогать видеть наши доминанты. Ну, физиологию, конечно, вряд ли исправишь, но тем не менее мы сможем через эти знания тогда немножко как будто себе помочь в А, тех моментах, я бы сказала, что два последних пункта, они те, на которые мы можем влиять. те, на которые мы можем влиять. Мы можем что-то сделать, любименькое. Человек Да. все время же говорит, что я могу сделать. Вот что-то сделать можно с двумя последними пунктами. Мгм. Вы знаете, я тему, когда выбрала, м, я обычно выбираю темы, про которые на которые я и так размышляю, как бы, да, которые меня волнуют, в принципе. И в вашем канале я обнаружила пост, я даже кусочек выписала для себя, чтобы это с вами обсудить. Как раз вот про выносимость. М, Меня вот такой вот момент очень заинтересовал. Вы пишете, технически можно гораздо больше, чем чувственно. Вы говорите о том, когда как раз я не могу что-то вывести, да? После определенной степени напряжения ты теряешь глубину мышления и эмпатию из-за перегрузки, да? И вот мне хотелось бы, чтобы вы объяснили, что значит технически и что значит чувственно, какой смысл вы туда вложили, когда это писали. Например, я прихожу на лекцию. Мгм. Лекция на какую-то тему, не касаемую даже психологии. Например, творчество Ремарка. И люди там обсуждают какие-то книги его или какую-то одну книгу. И я могу технически внимательно слушать лектора. Лекция небольшая, 1,5 часа. И если я задам себе вопрос, могу ли я 1,5 часа внимательно слушать, быть включенной, я себе отвечу, ну, конечно, да. Но когда я прихожу в группу, то со мной психоэмоционально начинают происходить различные процессы. Например, в этой группе есть мужчина, который мне симпатичен, или который мне не симпатичен, но я ему симпатична. Это мгновенно заберет энергию мою Мгм. и мое внимание. И я уже буду менее внимательно слушать. Или же в группе будет женщина, которая будет перебивать лектора и задавать ему постоянно вопросы. Я буду на нее раздражаться, терять нить рассуждений, и в моей голове вместо ремарка я буду спорить с этой женщиной и ставить ее на место, если мне вслух это запрещено сделать. А если разрешено вслух, то я могу с ней войти в конфронтацию, быть красной, потной от этого конфликта и так далее. То есть мы, когда обычно предполагаем, как я, например, буду выступать на конференции, или же как я буду путешествовать куда-то там. Мы не думаем о том, что э, будет у нас определенный стресс. Например, когда мы придем в новое место.
То есть нам надо время для того, чтобы адаптироваться психологически, потому что наша психика будет все новое, если, например, это экзотическая страна, не похожая на ту, где мы живем, она будет отторгать это как чуждое. Она будет восприниматься как атакующая меня, и я не смогу знакомиться с этой страной. Вот эти вот все психологические моменты, или же, например, как выступление, мы учим, допустим, речь или там текст презентации, но мы не вспоминаем, а как я обычно себя чувствую на публичных выступлениях и как мне себя психоэмоционально поддержать. Мгм. А не выдерживаем мы чаще всего психоэмоционально, потому что как только подхожу ближе к вашему вопросу, как только я начинаю эмоционировать, мы можем любой из моих примеров взять, то тут же мне недостаточно ресурса для того, чтобы мыслить, и тем более глубоко мыслить. Мое мышление становится поверхностным, я становлюсь неэмпатичной, потому что ну, ресурс моей психики задействован в ином. Ну вот вы как раз и говорите очень часто о том, что когда мы идем в какой-то проект, неважно в какой, да, учебный, семейный, коммерческий, э, мы всегда должны учитывать, насколько велик наш эмоциональный ресурс, насколько я как раз эмоционально смогу это выдержать, что-то. Вот, И помню, например, простите, вас перебью, важная ремарка. Например, перед выступлением, про которое вы говорите, мне надо рано лечь спать, не сидеть до утра повторять речь, а рано лечь спать. Мне надо обязательно позавтракать. И мгм, мне надо обеспечить перемещение физическое из дома на, допустим, эту конференцию спокойное. Я должна спокойно доехать, потому что я таким образом забочусь. Ну, человек, мгм, который не выспался, у него вот этот контейнер, о котором вы говорите, он гораздо меньше, который не поел, гораздо меньше. Но мне надо поесть, но не переесть. То есть, ну да, вот, чтобы не включалась программа выживания, да. да. Такая или другая. Или, например, голодный человек, он всегда злой, потому что он чувствует неудовлетворенность. Когда у нас есть недовлетворенность, мы злимся, и мы меньше Мгм, выдерживаем. То есть, мгм, видите, такая опека о психоэмоциональном выдерживании. мгм. Да, и помнить про истерику свою, если И, ты и, чего-то боишься. И про аутоагрессию. Например, когда ты Мгм, едешь выступать на конференцию, то тебе важно держать в фокусе внимания твой аутоагрессии, который тебя сейчас будет гнобить и принуждать быть правильным, не опозориться. Это как мгм, будто бубнёж не очень доброжелательно настроенного человека, который вместо поддержки кошмарит. Смотри, не опозорься, там, смотри, не мгм. забудь слова и так далее. Ну, посмотрим, посмотрим, как ты там себе сейчас выступишь, да? Да-да-да-да-да. Знаю я тебя. А вот можем ли мы с вами сказать о том, что то, что я могу выдержать, это и есть моя эмоциональная выносливость? Ну, это весьма усредненное значение, которое будет зависеть от множества параметров. То есть это не константное значение, а в зависимости от того, что со мной происходит. Мгм, Например, если у меня заболеет близкий, моя выносимость сразу станет меньше. Или же мгм, если будет, например, как в Украине война, то моя выносимость, работоспособность и так далее станет меньше. Результативность, доход и так далее. То есть, с одной стороны, у нас есть возможность влиять на эту выносимость изнутри, но в то же время мы должны понимать, что если внешние обстоятельства меняются, то есть они не способствуют м, нашей крепости, а наоборот забирают нашу энергию, то я должна понимать, что я могу меньше. Вот, например, как с возрастом. мгм.
То есть ты понимаешь, что ты можешь меньше, ты можешь больше или на том же уровне только из-за эффективности. А там разные, там очень многослойная такая выносимость. Вот, кстати, даже выносимость, да, вот я сейчас думаю, а, выносимость или невыносимость. Вот, например, можно не выносить, м, ну, когда кто-то, вот я, например, абсолютно не вношу, если кто-то рядом со мной будет пилить ногти пилочкой, да, вот звук. И вот я сейчас говорю, у меня мурашки по телу, у меня прям сразу мурашки. Или мы Доминантка. Вот это да, доминанта. да, Доминанточка маленькая, так, да. маленькая. Или мы с вами обе знаем одну женщину-политолога, которую мы не можем слушать, потому что у нее голос такой, вы Да. понимаете, о чем я говорю. То есть она, наверное, говорит какие-то умные вещи, но слушать ее вот физически я не могу, потому что мне скрежещет по уху ее голос, да, вот допустим. И это тоже, наверное, какая-то доминанта, да, которая не позволяет мне слушать человека, там, скажем, его какую-то Ну, лекцию, и доминанта, и выступление, предпочтения предпочтение. какие-то, да, исторически сложившиеся. Мгм. А вот теперь другая выносимость. Например, я для меня невыносимо поведение какого-то человека. А, Поведение. я вернусь к этому. Вот я М, делала эхограмму уха, и мгм, наше ухо, оно всегда громче слышит звуки определенной вибрации. Кто-то лучше слышит более высокие звуки, кто-то более низкие звуки. Поэтому, например, если усиленно слышны более высокие звуки, то вот эти штуки в голосе, они будут резать мгм. у этих людей. Это тоже физиология. Физиология, да. А вот, кстати, мы потом к поведению вернемся, невыносимости, да. Вот вы еще сказали физиология, я вспомнила вашу мысль, она мне очень откликнулась, как интересная. Вы сказали, что тяжелый рок может вынести только человек, который, ну, в депрессии находится, либо депрессивный, ну, сам по себе. Ну, это такая спорная мысль, но, Мгм. несомненно, тяжелый рок слушают люди с определенной структурой. Потому что я сразу себе представила, знаете, как будто ты там где-то под водой находишься, да, или в каком-то таком глубоком колодце, и поэтому, чтобы до тебя что-то дошло, звуки должны быть исходящие извне очень громкими. Вот, наверное, так это ощущается как-то. Можно и так сказать. Я вспоминаю периоды, когда я слушала рок, и это были периоды невозможности для меня персонально, Мгм, невозможности почувствовать себя живой. Это такой электрошокер большей мощности был для меня. мгм, То есть я чувствовала, что во мне что-то меняется, когда ты хочешь поменять то, что у тебя внутри, через воздействие на это внешним. Вот когда мне было сложно изменить свое состояние, я тогда слушала рок, и он меня перестраивал на что-то. тоже влияние музыки, да, на, на реакцию. Я сейчас вспомнила, вот прям вчера я была в супермаркете в нашем, а у нас он такой локальный, все друг друга знают. Ну, Италия же, там болтают, все такое. И кассирша есть одна, Тереза ее зовут. Значит, я стою на кассе, и играет очень приятная музыка. Есть такой Джиджи D'Алессио, наш итальянский неаполитанский певец. Очень приятная лирическая песня, прям красивая. Она сидит и говорит, Господи, это же просто можно удавиться. Вот от таких песен ты просто в такую глубокую депрессию войдешь. Вот понимаете, тоже
у кто-то в депрессии тяжелый рок должен слушать, а кто-то считает, что приятная лирическая композиция может погрузить человека не в расслабление, а в депрессию. Вот видите, потому что какие-то доминанты включаются на нее. Например, если я всю жизнь мечтала о лирическом мужчине, герое в моей Да. жизни, и я ощутила в какой-то момент боль и разочарование, то все песни про любовь, они будут сразу вызывать у меня отторжение, отвращение. Вот у меня эта доминанция сформировалась, все, она уже включается сама по себе. И если я не понимаю свою раздраженность, то я буду считать эту музыку плохой и неправильной. А по А, факту я мгм. испытываю в к песням с такой тематикой неприязнь. А вот, кстати, тут еще очень интересная одна штука. В общем, как всегда, ушла я. Можем вернуться. Ушла. Мы вернемся сейчас, да. Вот интересный момент, я знаете, что замечала? Что есть люди, вот, допустим, они проживают, ну, скажем, расставание с любимым человеком. Это, конечно, свойственно опять-таки молодым девушкам больше. И они, как бы, ну, вместо того, чтобы себе помогать, может быть, отвлекаться каким-то образом, что-то делать созидательное, они вот едут в машине или сидят дома, они вот наоборот включают текст, музыку как это сказать, Бередит с душу, которая. сострадательными текстами. Вот там какую-нибудь Кристину Агилеру, вот, которая тоже страдает и рыдают прямо в голос. Или включают какие-то мелодрамы, чтобы отрыдаться, чтобы вот это как-то вырыдать из себя, что ли. Это про что, кстати говоря? Положу, что человек, который пережил утрату, но это может быть не только расставание м, двух партнеров или супругов, а это может быть, например, и кончина одного из Да. супругов, то человек со всех сил сдерживает погружение в эту боль для того, чтобы нормально функционировать. Ну, для того, чтобы там, не потерять работу, мыться и так Мгм. далее. И он всегда, когда человек переживает горе по какому-то поводу, это всегда комната, из которой хочет вырваться нечто, и я выделяю часть своей энергии для того, чтобы подпереть эту дверь. И я подпираю эту дверь, и это подпирание меня будет в какой-то мере замораживать. И мне для того, чтобы уже убрать эту подпорку, надо какой-то катализатор в виде какой-то песни. И тогда Ага. я могу пережить эту боль, порыдать, повспоминать, побыть живой, не удерживающей эту Ага. дверь закрытой, а потом опять ее подпереть и функционировать. Потому что когда доминанта свежая, то есть это недавнее событие, то вот вообще, когда происходят какие-то трагические, драматические события, надо понимать, что от тебя осталась половина. Ну, я грубо говорю. Я понимаю. То есть у тебя часть психики, она это переживает. Но важно также понимать, что если ты будешь туда непрестанно ходить, вот это и есть легенда про то, что надо муссировать трагические события, постоянно говорить о них с психологами и так далее, важно понимать, что та корочка, которая образуется на ране, ты ее постоянно сдираешь. То есть здесь Да. надо угадать какой-то оптимальный для себя режим, где ты это не отрицаешь, но ты это не расчесываешь специально. Если ты можешь, то ты не чешешь для того, чтобы она затянулась. Ага.
И тогда эта дверь, которую ты держишь, она с меньшей силой начинает на тебя давить. То есть там этот заряд, он постепенно уменьшается, но если будет событийность напоминающая, то этот напор изнутри усилится. И когда ты понимаешь все эти процессы, ты понимаешь, как тебе на них реагировать. Ну, например, кто-то начинает про что-то рассказывать, например, про какая у меня счастливая жизнь с моим мужем. А я говорю, если можно, давай поменяем тему, потому что я сейчас переживаю утрату, и Мгм. мне больно это слушать. Видите, здесь такое честное, ну, это не все можно сказать, это можно разумным людям такое сказать, потому что они разумно обидятся сразу. Что ты мне И рот открываешь? ну да, и не каждый может такое сказать. Ну, это точно. Далеко не каждый, потому что здесь человеку надо признаться в своей уязвимости. Но на какую-то такую тему, например, политические предпочтения, человеку легче сказать, что давай не будем обсуждать эту тему, потому что сейчас поругаемся. Мгм. Давай здесь не будем вступать в дискуссию. Это легче, потому что здесь я не говорю о своей слабости, а сказать о чем-то сокровенном, несомненно, тяжелее. Ну да, это трудно иногда. Кстати говоря, вот, вот сейчас мы подошли, это сейчас у меня почему-то родилось. Вот даже когда мы находимся в трудных моментах нашей жизни, ну, действительно трудных, когда мы что-то проживаем, каждый из нас проживает это по-разному внутри себя, в своем чувственном мире. Вот, например, я, ну вот скажем, там, если случается что-то там с моими близкими, или у меня там в прошлом году, в позапрошлом уже, умерла собака неожиданно, а ей было 10 лет. Такой был пес овчар. Он просто взял и за ночь умер. И всё. И я вот я про такие говорю острые, да, какие-то моменты жизни, когда те очень плохо. И я помню, и я знаю, что я так делаю. То есть для того, чтобы эту выносимость сформировать, как-то что-то пережить, я превращаюсь в некую гусеницу, такую в гусеницу, которая начинает обматывать ся каким-то, знаете, коконом. Ну, вот как шелкопряд, потому что иначе, если я буду с кем-то делиться или с кем-то разговаривать, ну, меня просто разорвет на части. И поэтому я куда-то должна вот в этот кокон отползти, как-то там это прожить, с собой справиться, а потом уже, может, кому-то что-то даже рассказать или с кем-то поговорить. И это может занять даже и год, и полгода, или несколько месяцев, когда я не смогу, рассказать, может быть, даже мужу своему про какие-то свои внутренние переживания, потому что, ну, меня просто разорвет тогда. Я извиняюсь, у меня стройка за окном, я сейчас закрою окно и вернусь. Давайте, я не слышу ничего. А вы не слышите, потому что Zoom убирает звуки. А, Ам, Вот видите, это про эмпатию, когда ты понимаешь, что каждый человек абсолютно по-разному переживает горе и радость. И кому-то надо, кто-то не может в себе это удержать, и ему надо постоянно про это говорить, со всеми обсуждать, с кем только можно. И он хочет, чтобы его жалели, чтобы ему сочувствовали. А кто-то, наоборот, вот как, например, вы, я тоже такая, хочет заползти в нору, пережить там для того, чтобы переварить это все, и не хочет это своими переживаниями засорять окружающую среду.
То есть это такая забота о близких, потому что когда мы льем горе на кого-то, это не про то, что это не надо делать или это плохо. Ну, иногда ты по-другому не можешь. Но это забота о близких, когда ты не хочешь их разрушать своим эмоционированием. И Ну, ты ждешь вот про то, что вы говорили, мы говорили с вами, я точнее говорила, это про эту дверь держать. Вы ждете, пока напор из этой, который находится за этой дверью, он уменьшится. И для того, чтобы быть адекватной, мне надо прилагать очень много усилий, и для меня тяжело общение. Вот люди, м, которые переживают какие-то трагедии, они, м, им тяжело физически общаться, потому что вот у них и ощущение, что они как будто держат на своих плечах что-то тяжелое. мгм. Вот с этой тяжестью они общаются, а они на самом деле держат эти эмоции, которые рвутся. Вот Да. и контроль эмоций, в частности, когда человек контролирует рвущиеся эмоции, у него болят плечи в том числе. Мы держим вроде бы эмоции, а наш мышечный корсет, он реагирует на это физиологически, как будто мы держим некую тяжесть. Атланты и кариатиды, Да, на которых стоит здание, да, кстати. Иногда я себя так чувствую. Вот мы вчера, кстати, с моим мужем говорили вечером. э, Я ему открылась э, про то, что я переживала 31 декабря, ну и еще дальше там какие-то моменты мои, м, моего внутреннего ощущения и проживания какой-то боли. И он, знаете, прям так на меня вчера посмотрел, говорит: ты мне про это рассказываешь только через 3 месяца. А я говорю: ну, я просто была не готова, и я тебя защищала тоже. Я тебя защищала от того, ну, что полилось бы из меня, и что бы я на тебя вылила, если бы я тебе это рассказала тогда. Я просто не могла. И какой бы был у тебя Новый год и у всех остальных. Вот это, м, я не помню, когда это ко мне, например, пришло. Я не знаю, это навык или ты с этим рождаешься. я думаю, что это навык, несомненно, потому что рождаемся мы громко кричащие. Ну, это, это точно, это точно. Поэтому это, на мой взгляд, как раз-таки эмпатичность. С одной стороны, мы можем сказать, что сдерживание эмоций, оно меня разрушает, но с другой стороны, благодаря близким, мы и сами не входим в этот эмоциональное пике. Вот М, когда, например, что бы ни происходило, но если у матери есть ребенок, то ей как будто все равно надо справиться. Или же когда ты общаешься с подругой, то тебе все равно надо как-то собраться. Или же когда у тебя есть работа, то тебе легче переносить что-то, потому что есть некий стимул и мотивация не тонуть в этом. То есть, видите, мы можем вести с вами пятый пункт. Это надличностная мотивация. Ну, для себя, например, я бы это не выдержала, а если для нас, я это выдержу. Да, да. Вот, кстати, тоже интересно, никогда не знаешь, что ты сможешь выдержать. И там же тоже очень много условий, и, м, и которые влияют на твою выносимость. Ну, вы тоже перечислили раньше, да?
голодный, помытый, уставший, больной, здоровый и так далее. Там внезапность, с которой что-то ты узнаешь. Это удивительно, насколько эм, я пытаюсь себя, ну как пытаюсь, стараюсь, хочу себя узнать, а ведь никогда не знаешь, что твоя психика выкинет, даже если ты что-то о себе уже узнал. Ну, я с вами тут не соглашусь. Несомненно, нельзя предсказать на 100%, что она выкинет, но приблизительно ты представляешь. Вот когда ты себя знаешь, то, например, вот я на одну лекцию собиралась идти, я Мгм. посещаю лекции, где я не лектор, обязательно для того, чтобы и корона не росла, и разнообразие какое-то вносило Мгм. во внутренний мир. И вот я собиралась на одну лекцию оффлайн, не онлайн, а оффлайн. И я представила пространство, которое будет, представила людей, которые там будут, представила, как я буду себя чувствовать среди этих людей. И я поняла, что мои затраты будут больше пользы для меня. Мгм. То есть я поняла, я себе там представила и поняла, что нет. Я ее послушаю онлайн, но лично присутствовать я не смогу, потому что мое эмоциональное напряжение будет в минус. То есть то, что я получу, оно не компенсирует мое эмоциональное напряжение. То есть приблизительно можно представить. Это то, что, да, я с вами соглашусь абсолютно. Это так же, как тебя зовут куда-то, например, в гости, да, Мгм. я вот, я точно могу представить, я знаю свою выносимость, моя выносимость в гостях 3 часа. Потом я начинаю страдать. И я понимаю, какие люди, насколько они мне интересны, громкие и негромкие, какие разговоры ведут, как долго они будут, например, веселиться, придется ли мне эм, долго объяснять, отпрашиваться на то, чтобы уйти домой или так далее. Ну и много-много-много всего. И я уже понимаю, допустим, я уже начинаю зевать, только когда про это думаю. Как вот вы сказали, что мне будет, например, невыносимо, или мне вот столько выносимо. Я же говорила, знаете, о тех событиях, которые ты не предугадываешь. Это не как поход на лекцию или в гости, когда ты себя знаешь, а когда вот что-то случается. Ну вот, например, да, вот украинцев бомбят, их обстреливают. Э, Ну, за 4 года мы привыкли. Привыкли, да, привыкли, но эм, Но вначале я выдала ту да, реакцию, которую, несомненно, я не могла предсказать. вот я говорю о каких-то таких, понимаете, как событиях, когда что-то происходит Ну, внезапно. тогда мы говорим о событиях, переживания которых в моем опыте предыдущем нету. Тогда о таких Да, событиях. давайте вот так, вот, давайте чуть-чуть, если у нас есть время. Уже, Ольга Федоровна, посмотрите, сколько я написала. Я ничего из этого не спросила. Но у нас живая беседа. Да, да, Мы в равных с вами условиях. да, нет, а сколько мне интересно было бы еще вам задать вопросов. Ну, давайте вот про А, это немножко поговорим. м, а я не считаю, что про это надо говорить. Знаете почему? Потому что это бессмысленно. Вот Ты я э, непредсказуемо, непредсказуемо. непредсказуемо, но, Ага, а помните, я на сталкере говорила фразу про то, что ты как капитан корабля, и вся твоя предыдущая жизнь тебя ли подготовила к этому шторму или нет? да. То есть это непредсказуемо, но подготовиться можно. Вот, кстати, тоже интересно про выносимость, да, вот когда что-то со мной происходит, ну, то есть я оказываюсь в каких-то таких кризисных каких-то событиях, к которым я не подготовлена была, да.
Я абсолютно, чтобы вынести что-то, я себя вымораживаю, я утрачиваю вообще какие-то эмоции, я решаю вопрос, я чувствую, как у меня, например, кровь стынет в жилах, вот я такая холодная прям становлюсь. Ну, потом, конечно, когда ты все перешел, потом тебя накрывает, потому что откаты ты просто в вату превращаешься. Но это тоже вот уже знание о себе, как ты функционируешь и с этим миром взаимодействуешь, когда что-то происходит. Это же тоже про процессы э, выносимости чего-то, да, как я это проживаю. Видите, сдерживание чувств очень энергозатратно. Очень. И вот это понимание, оно, знаете, я бы даже придумала бы такую инструкцию. Если мы представим маму умную, добрую, которая хочет подготовить ребенка к этой тяжелой жизни, то она бы написала ребенку инструкции на все случаи жизни. И вот здесь была бы инструкция на переживание стресса. Она была бы такая, что тебе для того, чтобы преодолеть эту проблему, придется заморозить чувства. И в этой ситуации это нормально, потому что чувства, они не позволят тебе сделать этот шаг на ступень выше или же перепрыгнуть через этот ров. Мгм. И будешь холодной, но не забудь потом включить их. Да. И помни, что после того, как ты заблокируешь свои чувства, ты будешь ощущать себя уставшей, потому что это непосильная тяжесть. Тебе приходится останавливать самую себя. То есть тот враг, в кавычках, или же та проблема, которую тебе придется решить, это ты сама. Вот всегда главная проблема — это ты сама, твои реакции. Но твои чувства, они не твои враги. Они тебе во многом будут помогать. Но избыточное чувство тебя разрушит. Поэтому да, если надо, замораживайся, но не забудь потом разморозиться. Мгм. Вот тоже интересный момент. Я про себя буду говорить, естественно. Э, Вот у меня есть благодарность ко всему, что мне дает каждый день, как мне кажется. Я благодарю, ну, Бога даже за то, что я встала и проснулась. Это уже много. Это уже большой бонус. Э, И вот я, например, смотрю на своего мужа, вот ему скоро, Бог даст, 70 лет исполнится, да? Я на него смотрю, я так благодарна, что он есть, и я одновременно скорблю по возможной утрате его. Он здоров, он не болеет. Я как будто бы себя ловлю, что какой-то частью я радуюсь и скорблю одновременно. И эта скорбь, которую я слышу и из нее ухожу, как будто мне дает возможность радоваться еще больше. Понимаете, вот это парадоксальное сочетание одного и другого. Но видите, когда человек чувствительный, то он заранее начинает готовиться к драматичным событиям. Да. Он так, как тренирует спецназ,
выживать в Да, экстремальных условиях. Человек себя фактически тренирует, но в то же время это же действительно так. То есть это про умение жить в действительности и научиться, несмотря на драматизм, справляться с этим. То есть фактически люди, которые находятся в инфантильной позиции, у них всегда проблема с вопросами жизни и смерти. боятся говорить об этом. Очень нет, даже не говорить, а вообще думать о смерти, о том, что они Мгм. смертны. То есть инфантильный мир, он предполагает вечную жизнь, Мгм. и в этой вечной жизни есть всегда а, возможность, чтобы вот свершилось какое-то чудо. И из-за этого, чем более инфантильная личность, тем на более мелкие кусочки она разваливается, когда она встречается с вызовами. И я смотрю, общаюсь с людьми, даже с какими-то незнакомыми. Я люблю поговорить там, с продавцами, с парикмахерами и так далее, и так далее. То я вижу, как человек. Люди даже часто так говорят. Я про это не думаю, потому что я не выдерживаю. Мгм. То есть ты постоянно прячешься от этой реальности, потому что ты начинаешь так эмоционировать, что у тебя вырубает пробки, как в электричестве. Мгм. И из-за этого м, ты все время как будто ошарашенный. Тебе как будто все время хочется говорить, какой ужас. Ужасный ужас. Да. И я не говорю, что так неправильно жить или правильно жить, но мне, например, легче, когда я ориентируюсь в событийности и когда я знаю правду. М. Потому что для меня непонимание, ну, я понимаю, что оно у меня тоже частичное и субъективное, но оно вот, как вы сейчас рассказывали, помогает мне подготавливаться. Я тогда не развалюсь и смогу сохранить здравый смысл. Да, ты как будто есть какой-то э, симулятор, тренажер, ты вот как будто потихонечку что-то, да, проигрываешь, себя готовишь. Э, Но эта выносимость развивает. Вот, в частности, на мой взгляд, саморефлексия, она тоже помогает усиливать выносимость. Когда что-то происходит, вот то, что меня эмоционально выбивает из себя, там, с близкими или по работе, с клиентами, я все время пытаюсь додумать это до конца, там, где я выйду из избыточного эмоционирования. Избыточное эмоционирование — это всегда там, на меня напали, меня обидели и так далее, и так далее. А размышления до точки, где я выстраиваюсь в причинно-следственной связи, например, когда я понимаю, что мой близкий был как раз вот, он не выспался, он был голодный, он болел, и эта фраза, она была спровоцирована этими состояниями. Ага, Или же, например, с клиентом, когда он что-то мне сказал, например, обесценил то, что я говорю. Да, все, что вы говорите, оно не работает, например. То я рассматриваю эту, например, ситуацию, вот этот вот разбор на мелкие детали. Во-первых, я могла не донести то, что я говорю. Мне надо повторить это еще раз. Или же клиент пока не хочет это менять. Или же я уже до этого что-то сказала, и моя информация перегрузила его. Видите, здесь ничего нету про обвинение. Здесь есть про понимание, и когда есть это понимание, тогда я достаю
себя как центр этого события, свое я, и сразу падает эмоциональный заряд вокруг него. Мгм. И я когда так вот дожевываю, анализирую до снятия избыточных эмоций, то есть эмоции остаются, но нет избыточных психотичных, то я тем самым тренирую вот поиск этих вариантов, анализ, и потом уже, когда в жизни со мной это происходит, мне этот Да, постанализ не нужен, у меня подтягивается, а, ан- уже да, он быстрее происходит. То после. есть раньше мне надо Мгм. было, так, допустим, вот я помню, когда начинала работать, мне надо было там иногда неделя или две для того, чтобы переварить это, переработать. То сейчас это Мгм. может происходить очень быстро. Ну, это навык. Навык. Быстро в этом анализе, вот именно снимание этих эгоцентричных эмоций, когда это на меня, про меня Мгм. и так далее. Ольга Федоровна, ну что, можно вопрос от крестницы? У нас У он нас традиция. близок. Давайте, давайте. Значит, вопрос такой. А, Как почувствовать грань, как отличить э, моменты, где я терплю и где я выношу, если мы с вами понимаем, что это два разных совершенно понятия. Когда я терплю, то я хорошая, а терплю плохого или неправильного. То есть я хорошая, правильная, и терплю плохого или неправильного. Это всегда высокомерная позиция, где я лучше. А когда я выношу, то тогда я наедине со своими чувствами. То есть я понимаю, что событийность может быть разной. Я продуцирую на эту событийность как реакцию свою эмоцию, и я эту эмоцию стараюсь переработать, насколько это возможно. Например, конфликт с близким, с мужем. Мгм. Я его терплю, дурачка. Ну да, Когда я проработанный психолог, что он там разбирается? да. Да, я слышу тебя, я слышу Мгм. тебя. Я слышу то, что ты мне говоришь. Даже тон такой. А когда я выношу, то я говорю ему: «Ну, давай перейдем на спокойный тон общения, потому что я не выношу, ну, я не вывожу это. Мгм. Я хотела бы решить эту проблему, но когда мы говорим быстро и говорим громко, то моя психика перегружена, и я уже не соображаю. Мгм. Это про выношу. Шикарный ответ. Вроде бы называем практически одинаково, а какая пропасть? Тут не грань, тут вообще полярные совершенно состояния у человека. Но сейчас, когда я вам это формулировала, мы должны понимать, что любой человек в «терплю и выношу» вкладывает свой смысл. Мы сейчас не обсуждали, Безусловно, безусловно, мы не конечно. обсуждали сейчас какие-то термины, потому что у Да, каждого будет свое наполнение смыслом этих слов. безусловно. Но для меня «выношу» — это когда я беру ответственность за свои эмоции и что-то с ними делаю внутри. Ну, для меня это когда, да, когда я понимаю, насколько мне это по силам. Вот для меня, знаете, почему-то мне в голову приходит вот пример такой. Маленькие дети очень часто, ну, раньше, в нашем, по крайней мере, в нашем детстве, когда не было тележек в супермаркетах никаких, и супермаркетов не было,
дети, и я в том числе, любили помогать маме сумку тащить, да, вот сумку. И мама, я помню, авоську с собой брала, помните, авоськи были? Конечно, у меня до сих пор есть авоська. Брала авоськи, значит, с собой, и когда я хотела ей потащить всю сумку, потому что я большая, она, помню, в отдельную авоську мне чуть-чуть откладывала. Вот, чтобы мне было по силам, чтобы вроде я ей помогаю, но чтобы мне это было выносимо. Вот мне кажется, что если я понимаю, сколько я могу в этой авоське пронести, конечно, не всегда, но все-таки, Сохраняя здравый смысл. да, Видите, здесь сохранять. еще надо говорить про «я могу это донести», но какая я? Какая, да, Я могу прочитать лекцию, допустим, но как качественные показатели, как я ее буду читать и какая я буду. да, Ну, когда мы сосредоточены не на том, что мы делаем, а на том, как мы это делаем и в каком эмоциональном состоянии мы находимся. То есть бывают случаи, когда надо на жилах вытянуть, да. но важно понимать, что если ты будешь постоянно на жилах тянуть, это ударит и по здоровью, и ты будешь жестокий. Человек, который себя принуждает, закрывает свою эмоциональность, он не может быть эмпатичным к другим. И это будет всегда на пределе жизни, она будет порождать жестокость по отношению к другим людям. Вот как вы интересно подошли к моему следующему вопросу, который сейчас прям родился. Вот вы сейчас говорите, а я вспомнила какую-то нашу школу давнишнюю, вашу, нашу, где я была, и по фильмам, помните, мы что-то... Мгм, да. Вот. И я сейчас вспоминаю прям вот это шоу Трумана. И Мгм. мне прям вот это вот: «Мистер, вы дойдете до вершины горы даже со сломанными ногами». Мы это вот как раз разбирали, я помню, лет 5 назад, может, эта школа была у нас. То есть какими глазами, то про то, что мы говорим, да, какими глазами я на себя смотрю, даже в том, когда мне нужно что-то вынести, и как я, принуждаю себя, заталкиваю: «Ползи давай», да, или поддерживаю: «Ну, доползи, пожалуйста, а еще чуть-чуть, ну, давай». Как я к себе в этот момент отношусь там внутри? На этой красивой ноте предлагаю завершить Нужно нашу вот встречу. всё, вот. Ну, Ольга Федоровна, вот с вами не угадаешь, ни одного вопроса, кроме вашей цитаты, не удалось мне прочитать. Но я вас благодарю. Я бы еще часок бы, конечно, с вами с Но мы удовольствием. спросим у зрителей, напишите, Да, час поговорила. это много, мало, или же записывать продолжительностью, как пойдет. Потому что Ольга, тяжело целый час слушать нас, наверное. ну, надеюсь, что было не тяжело, а может даже интересно. И я благодарю вас, как всегда, за беседу и зрителей за внимание и терпение, Выносимость. за выносимость до нас. Я вас благодарю за нашу встречу. Мне было интересно. Спасибо. Всем пока.